It seems not very long ago that I was here for the first time. Похоже, что не так давно я был здесь впервые. But the year I remember well because it was just a few weeks before the putsch in August. Но год-то я запомнил хорошо, потому что это было буквально за недельку до того, как случился в России путч. I was here in June and July, and the putsch took place in August. Да, я здесь провел июнь и июль 91 года, а путч случился в августе. And so I got just a taste of what it was like to live under communism. И я почувствовал немного вкус, как жилось при коммунизме. My driver bringing me from the airport to Zauksky was stopped 3 times by the police. Мой водитель, который вез меня из аэропорта в Заокский, был 3 раза остановлен милицией тогда еще. They wanted money, but he gave them something better. Они хотели, конечно же, что-то с наличкой связанное, но он дал им кое-что получше. He had his whole trunk full of Bibles, and he gave out Bibles to the policemen that stopped him. Полный багажник Библии, поэтому он, не смущаясь, выдавал каждому из них по Библии. And they were very happy to receive the Bible. И у них тоже было некое счастье на лице получить этот подарок. And the second time the police stopped us. И второй раз, когда нас остановила милиция, they found out the driver and the policeman, they were from the same little town way up in и вдруг northern обнаружилось, Russia. что и водитель мой, и милиционер оказались с одного какого-то маленького городка там где-то So далеко. they gave each other a big Russian Поэтому bear hug. они вот так вот по-медвежьи, по-русски обняли друг друга. And no money was needed. И при этом даже не потребовалось ничего. And I arrived Ничего более не потребовалось. here at Zauksky in the middle of a famine, as you recall. И мы прибыли в Заокский, можно сказать, в самой середине голодных лет, как мы можем сказать. We went to the grocery store and there were no groceries. Пришли в магазин продуктовый, но полки пусты, ничего. And Mitleider's garden was not yet ripe and nothing was there to eat from the garden. И фазенда Митлайдера еще не созрела, урожай еще не созрел на фазенде. So for 1 month we had bread and cabbage. Поэтому примерно месяц у нас было 2 блюда. Это хлеб и капуста. And sometimes we had cabbage and bread. Иногда капуста и хлеб. And sometimes only cabbage. Иногда просто капуста. And I brought my 2 children and my wife with me. Со мной приехала супруга и 2 детей. Jonathan was 9 and Rahel was 11. И Джонатану было 9, а Рахиле было 11 лет. They never dreamed you could eat cabbage in so many ways. И они никогда даже и не помышляли, и не думали, что капусту можно готовить такими интересными способами и есть в самых разнообразных видах. My son is a fan, has a great interest in American baseball. Мой сын очень любит американский бейсбол, эту игру. And so out here where the fountain is now, вот тут, где вот сейчас фонтанчик стоит, my son and I would play мы с сыном играли в бейсбол. I went out into the woods and cut a bat from the Да, я tree. с лесу притащил биту такую себе сделал специально. And I brought a ball. Привез с собой мяч. He brought his glove. Он привез вот эти специальные рукавицы для того, чтобы ловить этот мяч. And all the seminary students were looking from the windows out at our plane. И разные студенты с разных окон так наблюдали, что же там такое происходит, что за такие странные игры там. And pretty soon they were all joining us. А скоро они решили тоже дружно присоединиться к нашей игре. No one knew the rules. Никто не думал о правилах. But they watched my son run around the bases. Смотря на моего сына, как он бегает вокруг этих станций, so everyone started running around the bases. Поэтому они тоже начали бегать вокруг этих баз, что-то пытаясь догнать. And my son was yelling, "No, that's not right." Сын вопиял: да нет же, подождите, не по правилам неправильно, не так. But within a few days, everyone had learned to play what they called baseball. Но в 2 дня все научились играть что-то в игру, которая называлась бейсбол.
So I don't know whether anyone still plays baseball. Не at знаю Zalski, до but we сих пор, started it, if you did. кто-нибудь играет в бейсбол в Зизовском, но мы ее начали, эту игру, когда-то. It was my privilege to be the first Можно продолжить. teacher from Andrews to come and start the MA program for the seminary faculty. И мне очень было приятно, что я мог приехать сюда когда-то из университета Андрюса и начать здесь магистерскую программу для преподавателей этой академии. And we had sweet fellowship together for 1 month. И поэтому у нас было замечательное, хорошее, приятное братское общение в течение целого месяца. I have been back a couple of times since then. Я приезжал еще пару раз с тех пор сюда. And it is always thrilling to see how this campus is a light here in this И community. всегда было приятно осознавать теплое чувство, что здесь этот кампус растет и светит для этого общества, для окружающих людей. I'm wondering, was anyone else besides the speaker here in 1991 when Мне вот those интересно, а classes кто-либо were held? еще был здесь в 91 году, кроме вот брата Павла, спикера сегодня утром? Yes, there were several Были. of you. Okay, Да, good. да. And Eugene Zaitsev was one of those. Евгений Владимирович Зайцев, один из студентов был тогда. And we had Oleg, I can't remember his last name, from Moldova was here. Лунго. Yes, and he saved my life. He went down to Moldova and brought back a big bag of fresh apricots. Wow. Right in the middle of the month. Он, между прочим, жизнь мне спас. Он поехал в Молдову и прям вот посреди этого голода привез такую большую коробку абрикос оттуда, спелых. И я так радовался. So when he came to Andrews University a few years later, I gave him a big hug and said, "Thank you for those apricots. I still think about them and dream Когда он about приехал в them." Андрюса, я там увидел, и мы обнялись, и я говорю, спасибо за те абрикосы, до сих пор помню их вкус. I want to thank especially Yaroslav for his taking care of me and getting me here from the airport and making arrangements and all Хочу поблагодарить брата the Ярослава, conversations we've had. что он приехал за мной в аэропорт, все утряс, все детали приготовил, мы хорошо пообщались, спасибо. And thank you for inviting me. I appreciate И it. спасибо Московской конференции за приглашение. Well, our subject for this week, crammed into one day, is sexuality. Наш предмет, который можно преподавать целую неделю, а который я попытаюсь преподать в один день, называется «Сексуальность». I was very surprised to learn a year or two ago that there was a plan to translate this book, Flame of Yahweh, into Russian. Честно удивился, когда примерно год назад узнал, что есть планы перевести мою книгу «Пламя Яхве» на русский язык. I never dreamed anyone would actually read this whole thing, 850 И pages. даже и не мечтал, что кому-то придет в голову прочитать 800 страниц этого текста. Some said the only thing if you don't want to read it, at least it's good as barbells to lift weights in the morning. Но если даже, думаю, если даже не удостоитесь прочитать, то хотя бы позанимаетесь с утра физзарядкой вместо гирь их использовать, потому что тяжелые книги. So if you get good muscles, I guess that's okay. Так что если поднакачаете свои мышцы, это уже неплохая отдача. I haven't yet seen the Russian version, but Пока еще не видел я русскую версию, но хотелось бы посмотреть ее, конечно, как все получилось. And I think that some of you at least have read part of the book already. И надеюсь, что кто-то из вас хотя бы чуть-чуть этой книги прочел. I won't ask you to tell me how much you've read. Не буду спрашивать, сколько вы прочли этой книги, сколько страниц. But we obviously will not be able to cover the contents of the whole Но, book here in безусловно, one мы day. не успеем весь содержание всей книги пройти за этот день один. So I've chosen what I feel are perhaps the most important Поэтому parts for я us to consider. выбрал самые важные части, которые нам для обсуждения здесь можно будет представить. And we will go beyond the book, since the book was written in 2007.
things that have happened since then. И мы пойдем, конечно, еще в области, помимо этой книги, потому что книга была написана в 2007 году, время меняется, и что-то я еще хотел бы вам сказать помимо содержания книги. So our first topic here is back to Eden, the divine design for sexuality and marriage. Поэтому наша тема сегодня будет называться «Назад в Едем. Божественный замысел для сексуальности и брака». Now, back in Andrews University, I live across the river from the university in a little town called Eau Claire, Michigan. В университете Андрюса я живу в одном небольшом городке возле реки, которая называется Эклер. The size of our church is about the size of this room here. Там находится наша адвентистская церковь, и она размером примерно такой же, как вот этот зал. But we have a very famous artist in our church by the name of Nathan Green. У нас есть очень известный художник в нашей церкви, которого зовут Натан Грин. And he has painted artwork for the American government, for National Geographic magazine, and for many organizations around the world. Он рисовал и для американского правительства, и для журнала National Geographic, и для многих-многих организаций. Очень известный человек. The most famous one is probably the painting that he painted for Disneyland. You've heard of Disneyland, yes? Одни из наиболее его выдающихся работ он сделал для такой компании, как Disneyland. Вы знаете, Disney компания, и вот есть такая Disneyland, развлекательная площадка. Disneyland down in Florida, it's called Disney World in Florida, and they started a new city called Celebration City. И Диснейленд располагается во Флориде, и там это называется как мир Дисней, Disney World. И там они сейчас строят город, который называется город празднования, город праздника, Celebration City. And every city needs a hospital. И в каждом городе должна быть больница. And Seventh-day Adventists have a reputation for running really good hospitals. А адвентисты известны тем, что они хорошие госпитали содержат и могут предложить городу. So they asked the Adventists to run this Celebration Hospital. Поэтому попросили вот в этом городе праздника, попросили адвентистов построить госпиталь и открыть для города. And they asked, who can paint us a painting right at the entrance of the hospital that captures the idea of celebrating life? И спросили, кто бы мог нарисовать нам картину у входа в этот госпиталь, которая бы подчеркивала праздник жизни, как нам подчеркнуть, что жизнь – это праздник. And it was recommended they should contact Nathan Green. И тогда порекомендовали спросить Натана Грина. And so he negotiated with the Disney Corporation about what painting he would paint. И поэтому он вел переговоры с компанией Disneyland, чтобы нарисовать вот эту картину. And he suggested the greatest celebration in the history of the world. И он предложил, что самый большой праздник, когда-либо существовавший в нашем мире, took place when God created Adam and Eve and introduced them to each other. Имел место быть, когда Господь только сотворил нашу землю, и Адам и Ева встретились друг с другом в Едеме. The greatest celebration of life, new life. Величайший праздник жизни. So they liked the idea. Им понравилась идея. And he spent many months painting it. И он потратил много месяцев, чтобы эту картину там нарисовать. And we were the lucky ones in our little church because when he finished the painting, he brought it to our church while the canvas was still wet and let us see it before anyone else. И мы были счастливы увидеть эту картину в нашей небольшой церкви первыми, когда еще краска не высохла, самыми первыми. Он нам ее показал, представил. So one Sabbath he brought us this painting draped in a canvas
Да, он в специальном таком полотне принес эту картину в одну из суббот и показал нашей церкви. And he told us how God had helped him to paint. И он рассказал, как Господь помогал ему рисовать эту картину. And he told us the hardest part was painting the face of God. What was God thinking when he introduced Adam and Eve and taught them about love? И он поделился с нами, что тяжелейшим моментом этого процесса рисования было изобразить лицо Бога, который выражал вот эти чувства, когда он увидел счастливую человеческую чету. И вот передать эти чувства для людей. He told us how he painted the face of God all day Sunday, and then when the day was over, he rubbed it all out. И он рассказал момент, когда он рисовал лицо Бога целое воскресенье, и когда к концу дня он посмотрел на это лицо, он все это стер, ему не понравилось. The same thing happened on Monday and Tuesday and И также Wednesday and случилось и в понедельник, и вторник, и в среду, вот не получалось. Finally, Thursday night, he prayed all night long. И в четверг вечером он говорит: я молился всю ночь. God, help me to paint your face with all the joy and Господи, happiness that's there as you are watching this scene. помоги мне нарисовать эту картину Твоего лица, выражая вот эту радость, это чувство удовлетворения, эту красоту, чтобы все это отразилось на Твоем лице, все эмоции, которые Ты испытал. And he said that all day Friday it was as if God took a hold of his hand and just guided his hand as he painted the face. Говорит, что всю пятницу он рисовал это лицо Бога, чувствуя, как будто Бог держит его за руку и сам рисует вот это лицо. Now, unfortunately, it doesn't show up very well on the screen, but here is К сожалению, не очень хорошо передаются все краски. Это уже, конечно же, понятно, что фотография. You can see the tiger in the foreground. Но вы можете видеть здесь тигр, который And the monkeys are jumping from tree to tree. впереди. Мы видим там сзади обезьянки прыгают. And the giraffe and the waterfall and the sun Вот is almost есть setting. и жираф, есть водопад. And Eve has just been created and Adam has just been awoken. И Ева только что сотворена, и Адам только что пробудился от сна. And God is introducing Adam and Eve for the first time. И Господь представляет их друг другу впервые. Love at first sight. Любовь с первого взгляда. And that very day, God is able to perform the wedding, the first garden wedding. И в тот самый день Господь смог провести первое бракосочетание в Едемском саду. And to share with Adam and Eve the meaning of love and marriage and sexuality. И рассказать этой первой чете о значении любви, брака, сексуальности. This is the way God intended it for it to be forever. И вот таким образом Господь замыслил, чтобы это было вовеки, вечно. But unfortunately, sin marred the beauty of love and К marriage. сожалению, грех исказил, уничтожил вот эту красоту, которую Бог сотворил изначально. But God is inviting us in our marriages to come back to the divine plan as much as possible, still today. И Господь еще и сегодня призывает нас возвращаться к этим истокам в наших семьях, в нашем браке и следовать тому идеалу, тому образцу, который Он сотворил в Едеме. He says, "This is my divine plan. Come back to Eden." И Он говорит: это мой божественный план. Возвращайтесь назад в Едем. And in the first 3 chapters of the Bible, Genesis 1 to В 3, первых 3 главах Бытие, 1, 2, 3 глава, God gives his plan, his divine plan for Господь sex and marriage. открывает свой божественный план для секса и брака. Genesis 1 to 3 is the interpretive foundation for the rest of Scripture. Практически первые 3 главы Бытие являются
этой основой для интерпретации всего Писания. And many scholars are recognizing this. И многие исследователи Библии признают этот факт. I won't read these quotations right now. Я не буду это читать, вы можете видеть, идем дальше. So Genesis 1 and 2 provides God's original design, which Итак, still is his design for Бытие, human sexuality. 1 и 2 главы утверждают Божий изначальный замысел для человеческой сексуальности, и до сих пор это является божественным идеалом. Now, brothers and sisters, we only have two institutions that remain from the Garden of Eden. И, дорогие братья и сестры, у нас есть только два института, которые были установлены в Едемском саду. What are they? Какие? Sabbath Sabbath and marriage. The marriage, да. Суббота и брак. And the devil hates both of these institutions and is trying to destroy them. И дьявол ненавидит оба института и пытается их разрушить. But since this is all we have left of Eden, God longs for us to protect it, to preserve it, to enhance it as much as possible. Поскольку это единственное, что осталось у нас из Едемского сада, Господь хочет, чтобы мы это сохранили, чтобы мы это сберегли. Seventh-day Adventists are a people who are called to keep all the commandments of God. Адвентисты седьмого дня – это те люди, которые говорят о том, утверждают, что они хранят весь закон Божий. That means not only the Sabbath, but the commandment regarding marriage and the family. И это означает, что не только субботу мы храним, но также храним заповедь о браке, которую Господь нам дал. We need a clear understanding of God's original design for marriage and sexuality just as much as for the Sabbath. Мы нуждаемся в том, чтобы понять изначальный Божий замысел о браке и сексуальности так же, как и о субботе. So I'd like to share with you in the next few minutes 10 facets of this beautiful diamond. Поэтому хочу поделиться с вами вот этими 10 гранями прекрасного алмаза, который Господь сотворил в вопросе, вот именно в этой картине сексуальности человека. And each one of these 10 dimensions of sexuality has been distorted by И Satan. каждая из этих граней сексуальности, установленная Богом, была извращена дьяволом. You look at all the distortions of love and sex and marriage, and they're all counterfeits of one of these 10 И dimensions. вы можете посмотреть на сегодняшние извращения, на сегодняшние изменения, вот что произошло в сексуальности человеческой, и вы можете увидеть, что каждое из этих извращений является подделкой Божьего оригинального плана сексуальности для человека. So I invite you to open your Bibles with me to Genesis chapter 1 and 2. Поэтому приглашаю вас открыть вместе со мной Бытие 1 и 2 главу. And the first facet of this divine diamond of sexuality is that sexuality is created by God. Итак, первая грань сексуальности, которую мы будем говорить, это то, что сексуальность сотворена Богом. And if you could read for us chapter 1 and verse 27. Genesis 1. Давайте мы прочитаем 1.27, Бытие 1.27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Male and female, he created them. Мужчину и женщину сотворил их. Sexuality is created by God. It's not part of the nature of divinity itself. Сексуальность сотворена Богом. Она не является частью Бога как Творца, но она сотворена в человеке. God is not male with a female consort and having children by sexual intercourse. То есть Бог не является мужчиной или мужским началом, который ищет женское начало, чтобы сотворить ребенка. Нет. God is above the polarity of gender. Бог выше гендерной полярности. He has attributes of
masculinity and attributes that are compared to a feminine. Есть атрибуции, есть качества Бога, которые отражают и мужскую часть, и женскую часть. В Боге совмещено и то, и другое. It takes both the male and the female to fully represent the fullness of God's image. Поэтому, чтобы отразить в полноте Божий образ, необходимо и мужчина, и женщина. Тогда будет полнее эта картина. And throughout the Bible, God makes a radical separation between sexuality and divinity. И через всю Библию мы видим, как Бог поставил вот это ясное, радикальное отделение сексуальности от Бога. Бог и сексуальность не связаны. Now, what is the counterfeit of that? А какой обман, какая подделка здесь есть дьявольская? In biblical times, there were what they called the fertility cults. У них в библейские вот те времена исторические присуществовали культы плодородия. In which they divinized sex И люди обожествляли секс. and sacralized it, made it sacred. И они его сакрализовали, то есть придали ему такой образ священного чего-то. You recall the worship of Baal and Вы Asherah in the Old Testament? помните культ поклонения Ваалу, Ашуру и другим божествам. You do not often find in the commentaries a description of what they actually believed. Мы не всегда можем найти в комментариях, чему именно верили эти люди, то есть чем руководствовались язычники в этих случаях. It is too X-rated to put into a commentary. Да, слишком уж это неприлично помещать такие вещи в комментарии библейские. I will give the brief version of it. Я могу вам показать такую небольшую версию того, что эти люди, во что они верили. In the false pagan religions around ancient Israel, Baal was the storm god. Вот в этих лжерелигиях языческих, которые окружали израильский народ, Ваал был богом грозы, грома. And he had sex with the goddess of love, who was the earth god. И у него случилась половая связь с богом земным, который был на земле, представлял землю, богиня. And the rain was his semen that fertilized the earth. И дождь, который падал с неба, воспринимался людьми как это, извините, сперма, которая землю орошала и делала ее плодородным, то есть все росло на земле. Now, Palestine did not have a wonderful river like the Ota River that flows near Zauksky. В Палестине не было замечательных таких рек, как река Ака, например, или другие реки, которые здесь текут. It depended upon the rain Поэтому все зависело от дождя. for the crops to grow. И чтобы урожай рос, необходим был дождь. And so the places of worship were not places to listen to the Bible being preached. Поэтому места поклонения это не были теми местами, где люди приходили слушать Библию, которая бы звучала, Слово Божье. The places of worship were places for sexual orgies to take place. По сути, места поклонения были местами вот этих вот сексуальных оргий, которые там проводились в честь богов плодородия и вот этого всего культа. Because the thinking was, if you had sex in the high places, then Baal would be stimulated to have sex and produce the rain. И идея была такой, что если будет больше секса там, где на священных местах, то Ваал будет простимулирован, чтобы сверху он мог излить на нас побольше воды, и таким образом наша земля будет орошена и будет урожай. This was called sympathetic magic. Это была так называемая, как бы это правильно сказать, симпатическая магия, да? Симпатичная магия не скажешь. Да, симпатическая магия. And so we have found texts, ancient texts, which describe
Baal getting aroused and having an erection and И describing мы читаем в древней литературе о том, как Ваал низвергает это семя, и он орошает эту землю. Это все вот люди вот таким образом представляли себе. The prophets were not exaggerating when they said, under every green tree and on every high hill, where have they not lain with one another? И пророки не преувеличивали, когда говорили, что под каждым ветвистым деревом, везде, где были вот эти вот высоты, ты прелюбодействовал со своими любовниками, и там вы вот спали вместе. Every archaeological find in that whole period of time finds the statues with female figurines with exaggerated sex organs. Да, и археологи из разных эпох древности могли обнаружить и находили множество статуэток человека с ярко выраженными половыми органами. Well, you might say, well, we don't have the problem with worshiping and having sex orgies in church. Ну, конечно, сегодня вы можете порадоваться и сказать, да сегодня этого уже у нас не присутствует, и мы далеки от всех этих вещей, таких как сексуальные оргии там, или что еще. That's true. Это да. But Satan has found another way to counterfeit. Но сатана нашел другой путь, каким образом подделать Божий дар. People don't even come to church anymore. They sit and watch. Люди даже и не трудятся идти в церковь, они просто сидят дома и смотрят все вот эти вот фильмы, которые содержат сексуальные действия. Поэтому сексуальность и секс стали, по сути, богами для людей сегодняшнего времени. Поэтому проблема присутствует также и сегодня, но приобрела иную форму. Let's go to the second facet of the diamond. Посмотрим на вторую грань этого прекрасного алмаза. God intended that marriage should take the form of a human heterosexual marriage. Господь установил форму отношений между мужчиной и женщиной именно как гетеросексуальную форму. We already read Genesis 1, verse 27. Мы уже прочитали Бытие 1:27. Male and female, he created them. Мы читаем, что Господь сотворил мужчину и женщину. God created the boundary between a man and a woman. Господь сотворил эту границу, положил границу между мужчиной и женщиной. The gender boundaries are not just by chance, but under the very direction and creation of God. Вот это гендерное разделение, это не случайность, но оно было сотворено Богом по Его замыслу. And then in chapter 2 and verse 24, и затем во 2 главе Бытие 24 текст, we read this, and maybe you can move this the next thing down, where we read, a man or ish shall be joined to his wife, isha, woman. Да, мы читаем, что человек, иш, по-еврейски прилепится к жене, к женщине, иша. In the Hebrew it's very clear. It is a male, a man, and a female woman. То есть в еврейской грамматике очень все просто и ясно. Иш – это мужской пол, это существительное мужского рода, а иша – это женщина, то есть женский род здесь используется. This is God's intention for marriage in the garden and outside the garden. То есть Господь вот показал свой замысел как в саду Эдемском, так и вне сада Эдемского до сих пор, во все времена. Это Божий замысел. The counterfeit of this is Какая подделка? Practice. Подделка этого Божьего дара Едема – это практика гомосексуализма. Now that will be our topic for the next hour. И на следующий раз, через вот следующий час нашей лекции, мы поговорим об этом. Что такое гомосексуализм? И мы посмотрим, что говорит Библия о гомосексуализме. So we will move to the third point. Поэтому движемся дальше к третьей грани. God's intention is that marriage be monogamous.
Божий замысел в отношении брака, чтобы брак был моногамным. And they, the husband and wife, shall be one flesh. Потому что двое будут одна плоть. Now, the Greek translation, which Jesus quoted from in Matthew 19, makes it even more explicit. И греческий перевод этого текста, который цитирует по Септуагинте Иисус Христос в Евангелии от Матфея, делает этот момент еще более ясным. They too shall become one. Они двое станут одной плотью. Not three, not four, not Не five. 3, не 4, не 5. One woman, one man. Одна женщина, один мужчина. What is the counterfeit of this? И какая здесь подделка дьявола? Polygamy. Это полигамия. Concubinage. Concubine. Или же институт наложниц. Now I have a whole chapter in Flame of Yahweh on the subject of polygamy. У нас есть целая глава в книге «Пламя Яхве», посвященная полигамии. I don't know if you have problems here in Russia with polygamy. Не знаю, Probably если not. у вас вопросы по этому моменту полигамии в России, наверное, нет. But wherever you have an Islamic culture with Muslims, they believe in more than one Но wife. когда мы приходим, только соприкасаемся с исламской культурой, у нас возникают вопросы о полигамии. And there are many who have argued that the Bible does not condemn polygamy. И многие даже утверждают, что Библия не осуждает полигамные браки. Look at all the patriarchs who had more than one wife. Посмотрите на наших достойных патриархов, у которых было более чем одна жена. And my answer to that is read those stories closely. И я всегда отвечаю таким образом: а почитайте истории о браках наших патриархов более внимательно. Often the Bible teaches more by example than by precept. И часто Библия учит нас большему через пример, чем через какие-то предписания. In every one of those stories of polygamous relationships, you have an example of a dysfunctional marriage. И в каждом случае полигамных браков у нас есть пример дисфункциональных семей. Not one exception. Ни одного исключения. The narrator, inspired by God, describes the polygamous relationship and its disastrous results upon the home. Pardon me, who is The Bible writer. Да, библейские авторы, вдохновенные Духом Святым, описывают эти примеры полигамных браков и описывают их как бедственные браки, браки, которые разрушали все отношения. And I believe there's actually one text in the Bible which does prohibit polygamy. И я верю, что хотя бы один текст библейский, он конкретно запрещает или осуждает полигамные браки. It's Leviticus 18 and verse 18 18. глава Левит, 18 текст. When you read it on the surface, it sounds like it's just talking about not marrying two sisters. И на первый взгляд кажется, что здесь идет речь о том, чтобы не жениться на двух сестрах. So it literally reads in Hebrew, don't take a woman to her sister. То есть в еврейском написано так, что не бери жены к ее сестре. То есть не добавляй жены к ее сестре. But the interesting thing is that phrase, a woman to her sister, is used many times throughout the Bible, and it's always used as an idiom, not a literal sister. Интересно. То есть вот эта фраза «жена к ее сестре» — это техническая фраза, которая используется как идиома во многих местах Библии, и она означает не буквально сестру здесь, не сестру по крови. So the better translation is probably don't take one woman in addition to another one for То есть a wife. лучший перевод здесь, скорее всего, будет следующим: не бери еще одну женщину вдобавок к тому, который ты уже имеешь. То есть не добавляй еще одну женщину в свою семью. In other words, only one, monogamy. Другими словами, только одна. Моногамный брак, не больше. The fourth diamond Четвертый алмаз is the equality
of the genders without hierarchy is God's original plan. Это равенство полов без иерархии было частью Божьего плана изначально. We go back to Genesis chapter 1. Вернемся к Бытие 1 главе. And we've read verse 27. И мы читали уже 27 текст. Both man and woman, male and female, are made in God's image equally. Бог сотворил и мужчину, и женщину по образу и подобию своему одинаково, обоих. And then in verse 28, И затем 28 текст. does it say this? Говорит ли он так? Does God say to the man, have dominion over the woman? Говорит ли он, что мужчина владычествовать должен над женщиной? Or does he say to the woman, have dominion over the man? Или что женщина имеет владычество над мужчиной? No. Нет. He says to both of them equally, have dominion together over the rest of the world, over the animals. Обоим было сказано: владычествуйте и управляйте всем остальным миром. Вы оба владыки. Not over each other. Но не друг над другом. In chapter 2, 2 глава. God creates Adam first, Господь творит Адама первым, and then he tells Adam to go and name the animals. и затем Господь говорит: иди, Адаму говорит, иди и нареки, и дай имена животным. What does Adam find when he names the animals? Что Адам обнаруживает, когда он нарекает, дает имена животным? They all have partners, right? Он находит, что у каждого животного была пара, правда же? But he doesn't have a partner. Но у него, у Адама, этой пары не было. God plants in Adam a hunger for wholeness with a partner. И Господь помещает в Адама вот это чувство одиночества, чувство желания найти себе партнера. And so he says in verse 18, И 18 текст говорит нам: it is not good that the man should be alone. I will make him a helper comparable to «И him. сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Now, the word for helper in Hebrew does not imply an assistant, a subordinate, like it does in some modern languages. И, между прочим, слово «помощник» не подразумевает идеи субординации. Человек низшего уровня, который помогает человеку высшего статуса. Как часто сегодня мы понимаем «помощник» чей-то. Most of the time, it is used of God. И это слово, между прочим, в большинстве своем в Библии используется по отношению к Богу. God, put the text there. God is the helper, and He is not a subordinate, but He is the one who is the superior. Да, Бог не тот, который... Бог помощник. Это не значит, что Он подчинен человеку, Он, наоборот, над человеком, но Он помогает, Он служит нам. So the word Ezer does not imply status. Поэтому слово «эзер» по-еврейски не подразумевает статус вовсе. But the second word in Hebrew is kenegdo. We need to add Интересно, kenegdo. еще одно слово, которое там добавляется, это «эзер кенегдо» в еврейском. Немножко съехала тут картинка. And the ke means like. То есть «ке» подразумевает «как» или «похожий», Neged means counterpart. а «негед» — это противоположная часть, то есть это другой человек рядом стоящий. And O is his. Да, «о» подразумевает «его». So, like his counterpart. Literally. То есть буквально означает «как твой партнер», «как его партнер». То есть вот To put об it одном. into smooth language today, we would say his equal partner. Поэтому, чтобы поставить это как бы в правильном и правильно высказать эту идею перевода, сказать партнер, один равный партнер. То есть You remember Да. that God took a side or a rib from Adam. вы помните, and что made Eve. Господь взял от Адама ребро, чтобы сотворить Еву.
This is significant, where he took the part from Adam. И это очень важно, что Господь взял эту часть от Адама. Ellen White makes this clear in the book Patriarchs and Prophets. Елена Вайт очень четко говорит об этом в книге «Патриархи и пророки». She says that Eve was created from a rib to indicate that she was to stand by his side as an equal. И Елена Вайт говорит, что Адам был сотворен из ребра, чтобы показать вот это равенство, что Ева такая же, как Адам. Not taken from the head to control him or from the foot to tromp on her. От головы, чтобы быть над мужчиной, или из там нижних частей тела, чтобы можно было как бы растоптать ее, да, что ли, как бы. In fact, if you're reading in Hebrew, Moses was writing very carefully here. И на самом деле, если мы читаем в оригинале эти главы, мы понимаем, что Моисей очень тщательно подбирает слова. You can count the Hebrew words that he uses to describe the creation of the man, and then the number of Hebrew words he uses to describe the creation of the woman. Удивительно, когда вы посчитаете количество слов, которые использованы, когда Бог творит мужчину и женщину, Exactly the same они number of words. абсолютно одинаковые. Even by the counting of words, he's trying to show the egalitarian nature of the man and the woman. Даже просто посчитав слова, которые описывают творение мужчины и женщины, подчеркивается вот эта равнозначность творения и одного, и другого. In Genesis 2, the movement is from incomplete to complete. В Бытие 2 главе вот это движение, динамика от несовершенного или незавершенного к завершенному. When Adam is created, he is in need of a partner. Адам был сотворен как нуждающийся в партнере. God supplies that partner for him. И Господь дает ему этого помощника, в котором, или партнера, в котором он нуждается. And then he joins these two equal partners in marriage. И потом Бог объединяет эти два партнера в браке. And here's the climax of the И chapter. появляется вот эта кульминация этой 2 главы творения. Just to make sure that a male-dominated society in the patriarchal times did not try to put the woman down. Pardon me? Just in order to make sure that woman was elevated to her proper place. Да, то есть Бог делает все, чтобы женщина никоим образом не была подвергнута унижению, то есть что она не ниже статусом. Бог описывает это через описание жизни патриархов. God uses a special Hebrew word to describe the creation of woman. Господь использует особенное слово для того, чтобы описать творение женщины. For the man, he uses the word yatsar. Для творения человека Господь использует слово «яцар». This is the word describing a potter that fashions clay on a potter's wheel. Это слово использовалось к горшечнику, который формировал глиняные сосуды и вот руками изваял их. Вот это слово «яцар». I'm sorry, men, but we're all a bunch Извините, of clay pots, братья, но мы с вами не что иное, как кусок глины. just thrown on a potter's wheel. И этот кусок вращался, и Господь его как бы вот так вот изваял. But when God creates woman, Но когда Бог творит женщину, he uses the special word bana, используется особенное слово «бана» which в means еврейском. to architecturally design and build this beautiful architecture. Это буквально означает архитектурный замысел, дизайн. То есть здесь поработало уже искусство And Бога. when Adam sees this woman, he cannot help himself. He says something we can't translate into Russian or English. Поэтому, когда Адам увидел этот шедевр, это творение Божьего архитектуры, Божьего замысла, он не мог ничего большего, как сказать то, что невозможно перевести ни на русский, ни на английский. It's something like, wow! Это похоже вот на My то, что partner! наконец-то, вот это да, мой партнер.
just a couple more things about this equality of the genders. Еще несколько моментов в отношении равенства обоих полов. Some have suggested that Adam named Eve in the Garden of Eden, and therefore she was under his control as being named by him. И некоторые говорят, что поскольку Адам дал Еве имя, то это означало, что Ева становилась под его контроль, что ли, то есть, что он типа ее господин, хозяин. But actually, Adam did not name his wife until chapter 4. Но, между прочим, мы не находим, что Адам назвал Еву Евой до 4 главы. Excuse me, at the end of chapter 3. Нет, извините, в конце 3 главы. But in chapter 2, when Adam says, when God creates the woman, he already calls her woman in verse 22. И когда Господь творит женщину, то Он уже ее называет женщиной в стихе 23. The Lord God, the rib which the Lord God had taken from man, he made into a woman. Да, 22 текст говорит, что создал Господь Бог из ребра всякого человека женщину, и привел ее к человеку. And in verse 23, Adam is recognizing what God has already named. She shall be called woman. Адам уже признает в 23 тексте, что она называется женщина. И он просто, отражает то, что Бог уже назвал ее. Он повторяет So we find имя. many evidences that God intended the marriage to be one of partnership. Много доказательств. We're going to skip the rest of that. Let's go to the fifth one. Доказательств того, что Господь сотворил мужчину и женщину равными. The idea of wholeness. Идея целостности. We've already read Genesis 1, 26 and 27, Мы читали уже Бытие 1, 26, 27, where God speaks to both the male and female and says, I'm making you in my image. Бог говорит к обоим, мужчине и женщине, и говорит, что я вас сотворил по образу своему, And God подобию. also makes us as a holistic being. И Господь нас также сотворил целостными существами. We're not a body plus a soul. Мы не являемся телом плюс душа. We all go to Genesis 2:7 to show that a soul is a person. A person doesn't have a soul, he is a soul. Мы часто обращаемся к Бытие 2:7, чтобы показать, что человек не имеет души, а человек сам является душою. And so when Adam saw his counterpart when he woke up, he said, "At last, I'm whole. I have a partner." И поэтому, когда человек, Адам, видит своего партнера, а он восклицает: «Наконец-то мы вместе». So what is the counterfeit of this? Какова подделка этого? Sexuality without the wholeness of the spiritual and the mental and the physical together. Это сексуальность без вот этой целостности, это фрагментарная сексуальность, это It's a fragmented sexuality. Prostitution is a good example of this. Это проституция вот является собой пример этой фрагментарной сексуальности. It's just the physical release. It's not the spiritual and the mental and the social together. Физическое высвобождение, не имеющее ничего общего с целостным человеком. Now the next three come together as a cluster. Следующие 3 грани идут как одна секция вместе. These are 3 components of a theology of marriage. 3 компонента теологии брака. I suggest this might make a good wedding sermon if you're going to preach on wedding. These 3 things are crucial things. Неплохая заготовка к проповеди на бракосочетание. Вы можете здесь вот увидеть вот в этой части. After God had created Adam and Eve and had performed the first wedding, he then told Moses to describe the essence of marriage. What is marriage? Когда Господь провел первое бракосочетание в мире сотворенном, Он сразу же передал это Моисею, чтобы Моисей мог описать, что такое брак, что в нем заключено в себе. 3 elements. Итак, 3 элемента брака. Moses writes, therefore. И поэтому Моисей пишет очень тщательно вот этот «поэтому». In other words,
just as it was in the first marriage, therefore it's supposed to be in all the other marriages throughout the rest of history. И здесь вот это слово «поэтому», оно является связкой. Так как это было в первом браке, сотворенном Богом, так это должно быть во всех остальных браках, которые будут заключаться на земле. First, a Первое. man shall leave his father and mother. Первое. Мужчина должен оставить отца и мать. This is the Hebrew word azav. Azav. Азав – это слово еврейское, которое вот переводится словом «оставить». It's a strong word. It even Очень means to сильное слово. abandon. И буквально означает физически оставить. In other words, the marriage is supposed to be free from all outside interferences. Это подразумевает, что брак должен быть свободен от всяких внешних посягательств, вмешательств. And the counterfeit of this is where someone else comes into the picture in adultery. И подделка этого – это адюльтер, это прелюбодеяние, когда кто-то еще появляется в этом браке. But God designed that marriage should first be exclusivity. Но Господь задумал брак как брак эксклюзивный, то есть приватный, только двое. And the counterfeit, of course, is adultery, or if we have someone else in our mind, even though we don't act on it, lust, that would be a distortion as well. Кроме прелюбодеяния, также это похоть, это все, что вам приходит в голову, сексуальные фантазии о ком-то другом. The second quality of marriage is permanence. Вторая часть или второе качество брака – это постоянство. The man shall be joined to his wife. Муж должен прилепиться к своей жене. The word davak. Используется слово «давак» To cling, to bond like glue together. прилепиться как клей друг к другу. And this is a covenant term. И этот термин, между прочим, это термин завета. This word is used when God makes a covenant with His people. He says, "I want you to davak me, to cling to me in covenant love." Господь использует это слово, чтобы описать отношения с людьми, с нами. Говорит: я хочу, чтобы ты прилепился ко мне, вот как клей прилепился. And basically, Adam is saying his vows to Eve when he says in verse 23, "This is now a bone of my bone, flesh of my flesh." И по сути, когда Адам говорит: это кость от костей моей, плоть от плоти моей, это его брачный обет. I am vowing to be one with you, one in body, one in flesh. Клянусь и обещаю, что мы будем вместе, что мы будем одно, что мы будем одной плотью. So this implies the public wedding ceremony. И это прочитывается, здесь подразумевается публичная церемония брака, нечто, что слышат и видят все. Ellen White describes how in the presence of God and in the presence of the unfallen worlds and the angels, Adam and Eve solemnized their marriage. Елена Вайт описывает, как перед всеми ангелами, перед всеми небожителями, перед Богом Адам и Ева торжественно заключили этот брак в присутствии многих свидетелей. And what's the counterfeit of this? И какая подделка этого? Instead of permanence, Вместо постоянства divorce. развод. We'll have a special session on divorce. У нас будет специальная тема о разводе сегодня после обеда. So we move to number 8. Переходим к 8. That they two shall become one flesh. Они двое станут одной плотью. And this one flesh specifically refers to the sexual intimacy between husband and wife. И вот это выражение «одна плоть» относится в первую очередь к сексуальным интимным отношениям в браке между мужчиной, мужем и женой. Do you notice the order? И вы помните, вы заметили порядок? First, there is the removal of all outside interferences. Первое началось это с того, что мы убираем все внешние посягательства, внешние нападки, An exclusive relationship. эксклюзивные отношения. Then there is the covenant making, the permanence. Затем отношения завета, отношения вечные, постоянные. And only after the covenant making
becomes the one flesh. И только после вот этого завета, отношений завета, вот соединения в одну плоть приходит вот эта вот одна плоть, как сексуальный опыт. I believe this is one of the strongest texts that we can use to support abstinence from sexual intercourse until marriage. И я верю, что этот текст является одним из самых важных в поддержку того, что человек должен воздерживаться до брака от сексуальных отношений. Библия ясно об этом говорит здесь. God is telling us, save this precious gift of sexual intercourse, of one fleshness, until after the marriage bond. Господь говорит здесь о том, чтобы сохранить отношения, сексуальные отношения до момента, когда вы соединитесь в одну плоть, в отношении завета друг с другом, в отношении брака. What would be a counterfeit to this? Какая у нас подделка на это существует If дьявольская? someone gets too intimate in an inappropriate way, we call that incest. И это, когда люди становятся слишком близкими друг к другу вне брака, это мы называем инцестом. And there could be other examples of. Можно другие примеры здесь найти. Number 9. Tell me if I'm reading this text correctly. Скажите мне, если я прочитаю этот текст сейчас правильно или нет. Вот послушайте. Genesis 2:24. 2:24. Therefore a man shall leave his father and mother Поэтому оставит человек отца своего, мать свою, and be joined to his wife, и прилепится к жене своей, and they shall become one flesh, и они станут одной плотью, and have many children. и у них будет много детей. Is that there in your Bible? Если Have many это в children? вашей Библии. Но second part. No, the last part, I added that. It's not in the Ну да, text. это нету, этого в тексте нету. Мы это вот сейчас только добавили. Now it's true, in Genesis 1, God encourages Adam and Eve and says, be fruitful and multiply. Это действительно в Бытие Господь говорит в 1 главе: будьте, плодитесь и размножайтесь. But when he's describing the essence of marriage, he does not put procreation as one of the list. Но вы знаете, когда он говорит о сути брака, он не помещает вот эту функцию прокреации, функцию деторождения в этот список главных особенностей брака. Why does he do that? Почему Бог так делает? Is God opposed to procreation in Разве marriage? Господь здесь против деторождения в браке? No. Нет. It's part of the added blessing. Это часть Божьего благословения, добавленного к браку. But sexual intercourse is given independent meaning and value for its own sake, for its unitive purpose in the marriage. Но здесь говорится, что сексуальная связь это имеет свое особенное независимое значение и ценность как объединяющий фактор, объединяющий мужчину и женщину. It says they shall become one flesh. They shall be united in oneness as husband and wife. И здесь сказано, что они будут одна плоть, они будут как одно, то есть вот это единство подчеркивается. Children may come from that union. Да, дети могут быть рождены от этого единства, But безусловно. that is not the primary purpose of the union. Но это не является главным, первоначальным целью этого единства, Now in America, близости. the Roman Catholic Church В Америке, например, Римо-католическая церковь believes that the only valid reason for sex is planning for children. Римо-католическая церковь заявляет, что одна и главная цель сексуальных отношений – это деторождение. I'm not acquainted with the Russian Orthodox Church. I don't know Я не whether that is очень-то their в belief or курсе, not. как русская православная церковь в этом случае учит в отношении секса. Same, yes. So this is saying something very radical. Поэтому это то, что я вижу в Библии, довольно радикально звучит. God is saying sexuality is what unites husbands and wife in intimate love. Господь говорит, что сексуальность – это то, что объединяет мужа и жену, вот эту особую форму любви, близости такой друг к другу.
And it is, if children are part of that process, fine, but if not, that's okay too. Ну и если дети рождаются благодаря этой близости, хорошо, если нет, то тоже ничего страшного. Because the ultimate meaning of sexuality is this number 10. Потому что главная цель и назначение сексуальности отражена в 10-й грани. It's wholesome beauty and joy. Это полноценная или полнота красоты и радости. In Genesis 1 and verse 31, God made everything, including sexuality. Господь творил все, включая сексуальность, и Он сказал, вот в 31 тексте подвел итог. And he said it all is very good. И все это очень хорошо. And in verse 22, he officiated at the first garden wedding, thus Господь making it holy, marriage holy by his в 22 тексте говорит, сам производит первый акт бракосочетания и таким образом провозглашает брак святым. How does God make something holy? How does God make something holy? А как Господь освящает что-то, делает святым? Каким How did he образом? make the sanctuary holy? Как Он, например, святилище делает святым? His presence, right? Yes, How did he make the burning bush своим holy? присутствием, да. Или, например, несгораемый куст, как он стал святым? His presence. Божье присутствие. How did he make marriage holy? Как он творит брак святым? By his presence, he was the officiant. Божье присутствие, потому что он был тем официальным лицом, он присутствовал при заключении брака. And how does he make the Sabbath holy? Как Господь делает субботу святым днем? By his presence. И благодаря его присутствию. The Sabbath and marriage both holy by the presence of God. Суббота и брак оба освящены присутствием And Божьим. this Genesis 2 ends with a verse that probably we would not have ended the story using this verse. И Бытие 2 глава завершается интересным таким вот заметкой, которую мы, наверное, бы не поместили в Библию, если бы мы писали. Verse 25. 25 текст. They were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Они оба, Адам и его супруга, были наги и не стыдились. In Hebrew, the word not ashamed is a special form that means they were not ashamed to stand in front of each other, totally exposed, without embarrassment. Да, в еврейском это слово «не без стыда» означает, что они смотрели друг на друга, стояли друг против друга, и у них не было никакого стыда, никакого смущения между ними, совершенно ничего. God wants us to consider sexuality as a beautiful gift, not as something ugly or something cheap or something Господь embarrassing. хочет, чтобы мы ценили дар сексуальности как что-то прекрасное, не как что-то неприятное, отвратительное, постыдное, некрасивое. Again, the early church twisted this beautiful gift by introducing asceticism. И вновь раннехристианская церковь извратила этот дар и провозгласила наготу, то есть против наготы выступил аскетизм или изнасилование, то есть попытка насильно открыть наготу. And today we also distort this precious gift when we have instances of rape. И сегодня мы видим, что дьявол тоже через изнасилование делает секс не чем-то отвратительным, противным и очень некрасивым, неприятным. And so I will end this with one last slide. Just put the next one up. Я хотел бы завершить. Just that last, yeah. Я хотел бы завершить эту проповедь, этот семинар вот этим слайдом. 10-я часть, 10-я грань сексуальности. Praise God for His beautiful gift of Слава sexuality. Богу за Его прекрасный дар сексуальности.